Наша клиентка привела свою свекровь. А все потому, что у нее случилась беда. На самом деле случилась она давно, но сейчас прямо усугубилась, и помощь ей определенно нужна. Женщина в возрасте 70 плюс, ногти деформированные, толстоватые. В общем, подстригать их получается очень сложно. И в итоге из-за неправильного подстригания и близко и плотно расположенных друг к другу пальчиков, как видите, первый и второй прям практически неразлучны. Конечно, случается так, что ноготь начинает вырастать. Тут, кстати, уже было хирургическое удаление, оно было неоднократное, но проблема возвращалась, потому что каждый раз при подстригании и плюс все внешние факторы случалось так, что она оставляла внутри шип, который, естественно, впивался в кожу, давал воспаление и, конечно же, болевые неприятные ощущения. Поэтому давайте разбираться, будем искать этого чужого, будем его изгонять, но для начала тампонада по классике и, конечно, тейп. Тейп – это такая маленькая приятная штучка, по сути, просто тканевый пластырь, но он хорошо цепляется за кожу и очень удобно оттягивает валик в тех случаях, когда подобраться возможности нет. Вот, кстати, с одной стороны уголочек уже подстрижен, и там было даже не то чтобы шип с этой стороны, а очень много моего любимого подногтевого содержимого. Напишите в комментариях, кто любит ковыряшки, поставьте какой-нибудь плюсик. Там скапливается кожа, там скапливаются остатки текстиля, пот и прочее. В общем, все это прессуется и тоже дает очень сильно неприятное ощущение. Но виновник торжества у нас как раз-таки с этой стороны. Сейчас нужно будет сработать очень аккуратно, потому что видно, что валик набух, красноватый, а значит, там идет воспалительный процесс. И не потому, что судьба прям неблагосклонна, а просто банально потому, что там находится вот такой здоровый кусок ногтевой пластины. Это первая часть, которую удалось извлечь. И, конечно, после этого прям сразу становится легче. Но это еще не все. И сейчас будет понятно, что нужно подрезать еще немножечко. В работе у нас кусачки от Nippon Nippers, и я вам обещаю, уже совсем скоро они будут в наличии. Но точно хочу сказать, что не стоит приобретать профессиональные инструменты, если вы не обучались на такие действия, если вы не знаете, как правильно подстричь, потому что даже суперпрофессиональным и суперострым инструментом не умеючим можно навредить и точно так же оставить шип. Как видите, мы последний кусочек уже извлекли, и там сейчас останется прочистить все содержимое, убрать вот эти остатки кожи. Через несколько дней воспаление сойдет на нет. В помощь у нас, как всегда, спрей от Podio Farm. Просто безумно классная штука, прямо советую и рекомендую. Напомню, у нее есть вяжущий эффект, и это действительно здорово. Во многих ситуациях прямо выручает. Сейчас снова устанавливаем тампонаду. В данном случае она уже нам нужна для того, чтобы разъединить боковой валик и стенку ногтя. И дальше, конечно, мы обязательно сделаем перевязку, мы нанесем мазь. Она называется Афломелит, она продается в аптеке, но это тоже не панацея, поэтому наносить Афломелит на неподрезанный ноготь не имеет никакого смысла. Он просто снимает воспаление, но воспаление невозможно снять, если там остался кусок. Поэтому сначала убираем, а потом уже перевязки, мази и прочие ногтевые приключения. В общем, теперь это наш постоянный клиент, потому что за ногтями нужно следить. И если делать обработку качественно и вовремя, то все будет в порядке.